Очередная серия про путешествия. Уху! Привет, я Фарлейк, а это Divine Journey 2. Но прежде чем отправляться в путешествие, придется еще немножко покрафтить. А именно посох разрывания, трекер камня силы. А еще нам нужен очищенный кораллиум, который делается из чанка. Для чанка придется собрать немножко камешка в этом измерении. Итак, чанк готов, мы его просто расплавляем. Теперь делаем кирку из эмирадика, а из нее уже кораллевую. Трекеров по квесту нужно 6 штучек, и я надеюсь, мне их хватит. Вот теперь можно отправляться в путешествие. За квест на трекеры нам дают сумочку, а в сумочке лежит предмет, который отправляет на нулевые координаты. И как тут написано, у него 3 использования. Посох разрывания нужен для того, чтобы собирать с местных мобов некую энергию. Это можно делать даже с расстояния. Просто зажимаем ПКМ, и моб начинает потихоньку умирать. А в посох копится энергия. Когда энергия в посохе достигнет 100, мы получим вот такую вот эссенцию. И в принципе она нужна в количестве всего одной штуки. Теперь используем трекер. Куда-то в эту сторону нам надо лететь. Кстати, теперь я вместо еды беру с собой ведро жидкого мяса. Оно дает полное насыщение. Итак, кажется, я нашел то, что мне нужно. Это место выглядит как Эндер-крепость из обычного мира, только полностью зеленая. И, собственно, вот то, что нам нужно. Камень силы. С помощью обычной кирки добыть его невозможно. И именно для этого я делал кораллевую. Готово. Кстати, в этом измерении можно накопать еще вот такой кораллевой руды. Но добывается она опять-таки только кораллевой киркой. И с нее сразу падают перлы. Теперь не нужно создавать вот этот дорогой камень. Теперь из перлов и очищенного кораллия делаем вот такие плиты. В количестве 4 штук. Еще нужно из эссенции и плоти сделать кожу. И это все позволит нам улучшить Некрономикон. Только вот что самое обидное, из него потеряется вся потенциальная энергия. А нет, она сохранилась. Прикол. С недавних пор у меня появился вот такой вот репейрер из Actually Additions. Он за энергию чинит предметы. И я здесь могу починить телепортер. Бам, готово. А вот гем трансмутации почему-то не хочет чиниться в этой машинке. Теперь в этом мире нужно построить алтарь. Можно использовать обычный булыжник, а можно булыжник из этого мира, не имеет значения. Бам. Также нужно подзарядить Некрономикон до 10 тысяч энергии. А пока он заряжается, наполню-ка я 2 бака жидким кораллиумом. Готово. А тем временем книжка зарядилась... почти полностью. Осталось немного подождать. Кстати, я тут к радужному генератору поставил вот такую вот индукционную ячейку из механизма. Она может хранить в себе целых 3 миллиарда РФ. Только вот проблема, у нее вход-выход всего 1,6 миллиона. Радужный генератор, если что, генерирует 25 миллионов в тик. Внутри этого мультиблока у меня находится элитный провайдер и всего лишь advanced ячейка. Но уже на это ушло уйма энергетических кубов. Но оно того стоит. А тем временем Некрономикон уже зарядился, и можно идти проводить ритуал. Мобов в этом мире спаунится очень много, вы можете видеть это по луту. А провести нужно вот такой вот ритуал спящего. Этому ритуалу нужно жертвоприношение, поэтому влепим сюда коровку и начинаем ритуал. Кстати, коровку можно забрать. Ритуалом она будет зачтена как убитая. И у нас призывается вот такой вот босс. Азора Падший. Убить его вообще не составляет проблем, он почти даже не атакует. И он мертв. С него выпадает довольно много лута, но основное, что нам с него нужно, это глаз бездны. Капец, за мной зомбаков увязалось. А еще в этом мире можно улучшить посох разрывания. Этот крафт тратит всего 1000 потенциальной энергии. Бам, готово. Первый посох за каждый клик давал 1 единицу энергии, а этот посох дает по 2. И, кстати, этим посохом можно кликать по теневым сущностям, тем самым получая в него теневую энергию. И по достижению 200 теневой энергии мы получаем
теневой гем. И параллельно еще с теневых сущностей выпадают фрагменты. Таким образом фармить намного быстрее. Но пока у меня всего лишь 2-й уровень посоха, это все равно проблематично. Всего уровней этого посоха существует 5. И самый крутой посох привратника, до которого я еще не скоро дойду. Мне тут стало интересно, можно ли на ген трансмутации накинуть починку. Закидываем раз, закидываем 2, и ничего не работает. То есть его вообще никак нельзя починить, и придется каждый раз крафтить заново. Печально, что могу сказать. А вот чтобы продвинуться дальше, мне нужно целых 8 осколков забвения. А это целых полстака теневых гемов. Да, чую, следующие пару часов будет очень весело. В общем, я тут подумал и решил, что пора бы уже сделать электрический спаунер. На него понадобится 2 вида двигателей. Флаксовый я уже создавал, осталось только закодировать двигатели из темного Соулария. Ну и в общем-то все, на эти двигатели у меня хватает, только нужно где-то найти 2 летучие мыши. Летучая мышь нужна для того, чтобы сделать вот эту штуку. Кстати, летучую мышь я могу призвать, использовав любой саженец и паутину. О, поймал. Давай чисто на реакции. Их. Теперь сплавляем бедных летучих мышек с контроллерами полета. Готово. Закодируем крафт спаунера и его составляющих. Итак, я уже почти могу заказать спаунер, мне осталось только найти зомби и 9 эндерменов. Итак, в общем-то у меня все готово, и я готов заказывать спаунер. Итак, спаунер сделался. Теперь берем флакон для душ, воруем теневую сущность, берем абсолютно любой сломанный спаунер и то и другое закидываем в связыватель душ. Процесс этот, конечно, не из быстрых, но тем не менее получаем сломанный спаунер с теневой сущностью. Теперь 2 спаунера нам нужно шлепнуть на наковальне. И этот спаунер готов спаунить теневых сущностей. Но, естественно, ему еще нужен конденсатор. Итак, вот этой кнопочкой можем посмотреть радиус его работы. И теперь по этому радиусу нужно бахнуть комнатку. Итак, комнатка готова. Но для работы спаунеру еще нужна энергия. И чтобы не тянуть провод вон аж оттуда, я сделаю пространственные приемы-передатчики. В общем-то, один из них нужно поставить к источнику энергии, шлепнуть в него конденсатор. И здесь на вкладке «Энергия» нужно создать канал. Назвать его можно как угодно. Если вы играете в мультиплеере, не забудьте перед созданием канала нажать вот на этот замочек, а то у вас будут воровать энергию. Теперь созданный канал нужно стрелочкой переместить в графу «Отправлять», а к спаунеру поставить 2-й передатчик, и он будет с этого канала принимать. И спаунер начал работать. Электрический спаунер работает намного быстрее обычного, просто в разы. Кажется, воронка не успевает передавать предметы. Интересно, я могу прикрепить к ней трубу? И да, это работает. Благодаря трубе все намного быстрее забирается. За пару минут у меня тут скопилось уже 17 стаков фрагментов. Если считать это дело в камнях, получится 15 штук. И, кстати, спаунер можно настроить, чтобы он работал только по редстоун сигналу. И влепить на него рычажок. Теперь, когда он будет не нужен, его легко можно будет отключить. И, в общем-то, теперь я могу доделать осколки забвения. Только вот придется сделать еще один трансмутейшн гем. Досоздаем еще 3 штучки. И из всего вот этого делаем блоки Эдема. Строим самую обычную портальную рамку и активируем часами. Ща быренько джетпак заряжу. И залетаем! Красивое синее измерение. Так, тут какой-то домик. Вау! Здесь трон из алмазов. Какая-то кнопка, которая ничего не делает. О, а тут дырка. Я чё, типа сходу зашел в тот данж, который мне надо? Не, ребят, подождите. Сделаю побольше стальных палочек. С рейлгана их намного легче будет убивать. Смотри-ка, тут таких данжей с домиками довольно много. Сундучок. Подожди, вы как тут спавнитесь? Тут за обсидианом, что ли, спаунер? Да, они реально закрысили спаунер за обсидианом. Совсем, что ли? А
Андезит? Зачем? Какие же противные звуки у этих пуляющих чертей. Я не понимаю, что мне тут надо делать. Ну, в общем-то, я понял, что мне нужно делать. В квесте написано то, что нужно на другой стороне, то есть вон там, повторить вот эту андезитовую структуру. Ну, в общем-то, я заскринил эту структуру, а теперь нужно каким-то образом пройти туда. Итак, отлично, я здесь. Так, значит, попробуем построить. Ну, вроде правильно. О, где-то сломалось стекло. Какое стекло? Так, тут надо подобрать какой-то код. Так, я нашел одну из цифр, цифра 6. Вот здесь еще табличка 4. И больше что-то я цифр не нашел. Сколько их вообще должно быть? Я знаю только 4 и 6. Либо одна, либо две цифры нужно. О, все-таки одну надо было найти. И я смог ее подобрать наугад. Так, а это типа комната с боссом. Мне будет проблематично сражаться с боссом, если я не уничтожу здесь спаунера. Куда-нибудь в уголок здесь разолью мясцо, на всякий случай. Ну и давай сразимся с боссом. А чё такой жирный-то, ё? Ну, в общем, это было легко. И с этого босса выпали халитовые слайсеры и 4 пера. Почему из демона душ выпадают перья, это уже отдельная история. Ну, в общем-то, все, этот данж можно покинуть. И как мне выйти отсюда? Отпустите! Все. А есть ли в этом мире какие-то данжи помимо вот таких? Все-таки есть другие данжи. Спаунер термосекта. Нужен чанг дикого леса. У меня хватит душ на чанг? Ой, как он там делается-то? Плюсиком. Ну, у меня есть 2 чанка. Бам! Ух, ё ты огромный. Ой-ой-ой-ой. Дроп! Да. Ну, в общем-то, я нашел другой данж, который подальше от пропасти. И дроп с него выпал сюда, на землю. Сердца мне нужно всего 2, так что можно уже валить отсюда. Вы смотрите-ка, оказывается, первую часть кода спрятали еще при входе в это здание. Я тут подумал, сделаю-ка я себе меч из гемов этого измерения. У него 26 урона, это на 9 больше, чем у моего тесака. Тесак я буду носить с собой, потому что у него есть такая полезная штука, как бихединг. А вот клинок надо бы зачаровать на что-нибудь. Ну, в общем-то, тут я нашел всего 2 интересные книжки. На прочность 3 и остроту 5. А еще я взял книжку на шипы, накину ее на джетпак. А вот эта книжка меня заинтересовала, потому что здесь есть мультивыстрел, и вы только посмотрите. Его можно наложить на посох разрыва. Интересно, как это работает. Вот тут есть толпа зомбаков. И... Боже, это имба! Сейчас 6 энергии. Тычка. 12. Ого! А почему я не нашел этой книги раньше? Вы только посмотрите, сколько здесь уже нафармилось фрагментов. 480 стаков. Жесть. Кажется, мне больше никогда не понадобятся шадоу-гемы. Итак, я собрал все, что мне сейчас понадобится. Отправляемся в бездну. Выкладываем крафт. А в центр нужно положить ключик. Начинаем ритуал. Этот ритуал тратит 10 тысяч потенциальной энергии и улучшает наш ключик до 2 уровня. Автор мода сделал так, что портал в следующее измерение нужно ставить в этом измерении. А значит, поставить этот портал на базе не получится. У нас была матрешка из кейзингов, теперь получается матрешка из измерений. Бэм. Как же режет глаза эти измерения Абиссалкрафта. Здесь обитают какие-то непонятные чудики. И с них ничего, кроме опыта, не падает. А нет, все-таки падает. Ух, ю. Тут какой-то жирный чел. Он распался на 2 челов поменьше.
Что за черт? В этом измерении какая-то дред, зараза. В этом измерении на фиолетовой территории обитают хорошие челики. Они меня трогать не будут. А вся красная территория принадлежит злым челикам. И как видите, красные территории здесь намного больше, чем синий. Ух, ё, ты кто? Почему я горю? О, мясо может меня потушить. Класс. Ебать, тут дредия надо нафармить. В этом измерении нам предстоит нафармить очень много дредиума. Он делается из вот таких вот осколков, а они в свою очередь выпадают с некоторых мобов. Итак, я все нафармил. Возвращаемся. Теперь нам нужен трансмутатор, а для него целых 8 блоков очищенного кораллиума. И придется пойти набрать еще 6 баков кораллиума. Итак, готово. Создаем трансмутатор. И в нем нужно трансмутировать вот эти осколки. В качестве топлива можно использовать кораллиум. За трансмутатор нам в награду дают жидкую коралловую руду. Ее можно раздробить и пожарить в слитке очищенного кораллиума. И я тут вдруг понял, что из Дредленда я забыл забрать еще кое-что важное. Да почему Что не так с этим порталом? Почему он не работает? А именно эссенцию. Также делаем кожу. А еще нужно сделать 4 кусочка ткани. Забираем дредиум и делаем из него пластины. И наконец-то улучшаем наш некрономикон. Теперь в него влезает аж целых 20 тысяч потенциальной энергии. Сколько тысяч лет это будет заряжаться? Мне тут еще надо сделать катализатор забвения, так что суммарно мне нужно 25 тысяч потенциальной энергии. Бам! Бам и бам. А теперь продолжаем ждать 20 тысяч. Итак, книжка у нас зарядилась. Всколупнем тут немножко камушка. И построим алтарь. Жбям. Выкладываем крафт. Ну и запускаем. Бам! Готово! Я сделал все безумные штуки в этой главе. Вот что точно, то точно. Штуки тут были реально безумные. И, в общем-то, этот кристалл позволяет нам двигаться дальше. А именно начать целых 2 мода, Blood Magic и Evil Craft. Но прежде чем двигаться дальше, я планирую сделать систему прекрафта. Потому что каждый новый крафт тратит все больше и больше времени. Если коротко, система прекрафта поддерживает в МЭ необходимое количество ресурсов. И когда нужно будет что-нибудь скрафтить, ресурсы будут уже готовы и крафт пройдет быстро. Прекрафты я планирую ставить в измерении пустоты. Для этого мне понадобится вот такой вот блок портала. Делаем блок из заряженных пустых кристаллов, 4 ведерка пустоты и блок портала готов. В отличие от других порталов, этот портал я могу поставить прямо у себя под рукой и в любой момент им воспользоваться. Ну и по сути этот мир полностью оправдывает свое название. Тут абсолютно ничего нет. Это идеальное место для того, чтобы тут намусорить механизмами. И по ходу дела зря я поставил этот портал сюда. Я словил какой-то жесткий баг. Все, я все починил. Надо бы его переставить. А для передачи каналов в то измерение поможет вот такое вот квантовое кольцо. Заказываем 2 камеры и 16 блоков квантовых колец. Еще нам понадобится конденсатор материи. И для него нужна ячейка на 64 тысячи. Итак, все готово. И в этот конденсатор материи нужно подать 256 тысяч абсолютно любого предмета. У меня вот здесь есть генератор булыжника, поэтому поставлять сюда буду булыжник. Здесь нужно выбрать режим конденсировать сингулярности и вставить компонент на 64 тысячи. И что-то как-то это все происходит медленно. Надо бы сделать ультимативный логистический транспортер. Так, я не понял, они что-то вообще не работают. Ну, значит, воспользуемся сервомеханизмами. Так хотя бы работает. Не знаю я, что за приколы с этими транспортерами.
А пока у нас делается сингулярность, нужно раздробить один Ender Pearl. Из-за того, что я переместил портал, у меня создалась вторая платформа и второй портал. А ну класс, я их еще и убрать не могу. Обустрою здесь, пожалуй, все фабричными блоками. И блин, я думал, в этом мире не спаунятся мобы. А оказывается, еще как спаунятся. Придется еще и осветить здесь все. Класс, спасибо, Крипер. Ну и в общем-то я здесь сделал платформу 3 на 3 чанка. А тем временем у нас уже готова сингулярность. И по сути эта схема нам больше не нужна. Теперь выкидываем эту сингулярность вместе с эндер-пылью. Ставим динамит и поджигаем. Оказывается, нужна была другая эндер-пыль, которая делается вот таким образом. Попробуем еще разок. И все получилось. Теперь эти сингулярности, не растакивая, нужно переименовать на наковальня. Можно дать абсолютно любое название, главное, чтобы у обоих было одинаковое. Забираем блоки квантового кольца. Одно из колец нужно построить прямо на базе. Подключаем его к основной ЭМЭ. Сюда закидываем одну из двух сингулярностей. В Void мире тоже строим такое кольцо. К нему подключаем приемщик энергии. И запитать это дело можно приемом-передатчиком. Сюда надо закинуть вторую сингулярность. И теперь это квантовое кольцо связано с тем квантовым кольцом, которое находится у меня на базе. Кстати, чанки надо бы здесь загрузить. Я могу вот так вот вывести отсюда кабель, присобачить терминал и открыть свою ЭМЭ-систему. Вообще, по сути, эти квантовые кольца способны передавать лишь 32 канала. Однако, тут вступают в силу туннели точка-точка. Тыкнем карты памяти Shift-PKM по этому туннелю. Сюда поставим туннель и кликнем по нему просто PKM. У меня тут какой-то баг произошел, и один из блоков квантового кольца заменился на портал. Но вроде как все это продолжает работать. Этот портал у меня почему-то просто уехал вниз. И да, ЭМЭ все еще работает, но на всякий случай надо бы все это дело все-таки переставить. И теперь у меня отсюда может выйти 32 канала. И еще отсюда 32 канала. Таким образом, туннели точка-точка я могу ставить тут бесконечно. Почему-то каждый раз, когда я возвращаюсь кликом по порталу, у меня пропадает терминал. А если я вернусь с помощью Home, терминал будет на месте. Странно. И первым делом, ради примера, я тут автоматизирую механизм. Через интерфейс будем поставлять красную пыль, алмазы, уголь и очищенный обсидиан. Что-то я не понимаю. Он вроде бы работает, написано, что использует один канал, но ничего сюда не поставляет. Проблема в туннеле точка-точка. Почему-то он категорически не хочет брать канал от квантового кольца. После записи ролика я подключил квантовое кольцо напрямую к контроллеру, и проблема решилась. Видимо, придется обойтись без туннеля и цеплять все это просто на кабель. Я планировал энергию к механизмам передавать через P2P, их можно настроить кабелем. Но я так полагаю, они тут тоже работать не будут. Нет, почему-то энергетически работает. А что не так было с тем, который на каналы? Здесь на выход можно поставить дроверы. Снизу поставим контроллер, а на контроллер уже налепим шину хранения. Таким образом мы можем в ЭМЭ видеть то, что у нас хранится в дроверах. И можно еще поставить инфузеры. В них уже подаем наши сжатые штуки. И еще тут один нужен. Значит, в нижний будем подавать железо. Здесь будет делаться сплав. Во второй подаем этот сплав. Здесь отключим, потому что в верхней будем подавать железо. Здесь будет делаться обогащенное железо и уходить в нижний, где уже будет создаваться сталь. И что-то я не подумал, что это все дело нужно ставить на один блок выше. Вот как-то вот так, потому что сталь должна еще и жариться. И также на выход ставим дроверы. Сюда поставим интерфейс, через который будем подавать вот эти 3 ресурса. И, кстати, чтобы постоянно не ставить контроллеры, можно все это соединить триммами. И контроллер вывести куда-нибудь сюда. Подключим к нему шину хранения. Ну и теперь по такому принципу мне придется сделать прекрафт абсолютно всех компонентов для крафтов.